Компания Lexus представила внедорожник GX третьего поколения. Он получил брутальный дизайн, сохранил раму и переехал на новую платформу. GX теперь предложен битурбомотор V6 от Lexus LX и впервые заводской внедорожный пакет. В этом видео я расскажу вам все подробности о новом внедорожнике, и вы узнаете, почему Lexus GX нового поколения кардинально сменил позиционирование по сравнению с предшественником. После череды тизеров компания Toyota Motor в ночь на 9 июня провела мировую премьеру нового внедорожника Lexus GX. Среднеразмерная модель сменила поколение впервые за 14 лет. И если прежде история Lexus GX была неразрывно связана с Toyota и Land Cruiser Prado, то новое поколение представили раньше своего утилитарного собрата. А по размерам GX уже подобрался к старшему внедорожнику Lexus LX. Но об этом чуть позже. До сих пор GX в линейке бренда позиционировался как большой семейный SUV с хорошим внедорожным потенциалом. Но теперь в гамме появился кроссовер Lexus TX с просторным трехрядным салоном. Он был представлен одновременно с новым GX. О нем на канале будет отдельный обзор. Получается, что новый Lexus GX теперь позиционируется как автомобиль для бездорожья и путешествий. Новинка сохранила равную конструкцию. Но в основу легла новая платформа GAF, которую используют старшие Lexus LX и Toyota Land Cruiser 300. Теперь колесные базы у всей троицы одинаковые – 2850 мм. Для сравнения, прежний GX имел колесную базу 2790 мм. Длина нового внедорожника выросла на 70 мм. Ширина сразу на 95 мм, но высота уменьшилась на 20 мм. Угол въезда 26 градусов, а угол съезда 21 градус у базовой версии. А если вспомнить мой обзор на новый Lexus LX и сравнить габариты обоих моделей, то выходит, что GX догнал своего старшего брата. Конструкция шасси прежней. Это независимая двухрычажная подвеска спереди и неразрезной мост сзади. А опционально доступна адаптивная регулируемая подвеска. Вместо гидравлического усилителя у нового GX стоит электрический. Сохранилась и трансмиссия с постоянным полным приводом и межосевым самоблокирующимся дифференциалом торсом. При этом за счет новых актуаторов понижающая раздача включается быстрее. Новый Lexus GX стал выглядеть более брутально, агрессивнее и солиднее предыдущей модели. Лобовое стекло теперь установлено ближе к вертикали, а вместо плавных форм преобладают острые углы и плоские поверхности. Капот получил выемку и расположен практически параллельно земле. Более узкие фары украшены фирменной графикой Lexus. Решетка радиатора расположена выше и получила усы в нижней части. По всему периметру кузова находятся черные пластиковые накладки. Также обращает на себя внимание огромные зеркала заднего вида, а прием с ступенькой на оконной линии напоминает Nissan Terrano второго поколения. Небольшие задние фонари объединены между собой горизонтальной линией на багажной двери. Сама дверь теперь подъемная с электроприводом, а не распашная. При этом у нее есть возможность отдельного открытия стекла. Помимо обычного исполнения премиум появилась заводская внедорожная версия Overtrail. Ее особенность – это грязевые покрышки внешним диаметром 33 дюйма, алюминиевые защитные пластины и обвес из неокрашенного пластика. Только у нее будет подвеска с гидростабилизаторами, система выбора режимов движения, ползущий круиз-контроль, расширенная на 20 мм колея и блокировка заднего дифференциала. Новый Lexus GX представлен в двухрядной пятиместной версии, но позже появятся варианты с третьим рядом сидений, у которого за доплату предусмотрен электропривод складывания. Для таких машин будет предложено два варианта второго ряда – капитанские кресла или раскладывающийся в пропорции 60/40 диван. Но из дополнительных удобств на заднем ряду положен только обогрев. При этом сиденье водителя и переднего пассажира с подогревом и вентиляцией входит в стандартную комплектацию. В багажнике есть бытовая розетка на 120 вольт и неглубокое подполье, а запаска находится снизу в заднем свесе. На передней панели расположен приборный экран на 12,3 дюйма и медиасистема диагональю 14 дюймов. На Lexus GX сохранились аналоговые органы управления. Здесь традиционный селектор коробки передач с фиксированным положением, а управление всеми внедорожными системами возложено на кнопки и рукоятки. В салоне есть 12 подстаканников и 6 разъемов USB.
В стандартную комплектацию нового GX входит премиум акустика с 10 динамиками, обогрев и вентиляция передних сидений, двухзонный климат-контроль, комплекс электронных ассистентов Lexus Safety System Plus и люк в крыше. За доплату предложена система Mark Levinson, рассчитанная на 21 динамик, холодильник, проекционный дисплей и электропривод багажника. Концерн Toyota избавляется от 8-цилиндровых двигателей, и Lexus GX не стал исключением. Вместо восьмерки стоит бензиновый битурбомотор V6 объемом 3,4 литра, знакомый по старшим моделям Land Cruiser 300 и Lexus LX. Но его дефорсировали, и он выдает 354 лошадиные силы, хотя крутящий момент остался прежним – 650 ньютон-метров. Для сравнения, прежний 8-цилиндровый атмосферник выдавал 296 лошадиных сил и 438 ньютон-метров. Вместо 6-ступенчатого автомата теперь стоит 10-ступенчатый от компании Aisin. Такой Lexus GX 550 может буксировать прицеп массой 3,5 тонны. Расход топлива в смешанном цикле составляет те же 13,8 литра на 100 километров. Дизеля у GX по-прежнему нет. Позже в США появится гибридная версия, представленная на новой Toyota Tacoma. Это бензиновая турбочетверка объемом 2,4 литра, работающая в тандеме с электромотором и 8-ступенчатым автоматом. В систему активной безопасности Lexus Safety System Plus входит ассистент контроля полосы, распознание дорожных знаков, система предупреждения столкновений с обнаружением пешеходов и адаптивный круиз-контроль. Выпускать Lexus GX нового поколения будут только в Японии. Заказы начнут принимать в конце текущего года. Следом за GX представят родственную Toyota Land Cruiser Prado нового поколения, который получит аналогичный кузов и технику. Друзья, понравилось ли вам новое поколение GX? И не кажется ли вам, что брутальный дизайн GX вдохновлен новым Defender? Поделитесь своим мнением в комментариях. А если вы любите и интересуетесь автомобилями, то обязательно загляните в мой телеграм-канал, где каждый день выходят актуальные автомобильные новости. Ссылка будет в описании под видео и закрепленном комментарии. Переходите и подписывайтесь, чтобы не пропускать новые видео и быть в курсе последних событий автоиндустрии.